Начало 90-х. Обещали одно, сделали совсем другое. Обещали, что будет благоденствие в течение 2-3 месяцев. Получилось всеобщее обнищание. Конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность, но наверняка, если ведь это произошло, то есть и такие, которые за это ответственность должны нести. Здравствуйте. Меня зовут Денис Коротков. Я журналист Центра «Досье». В этой программе мы с моей коллегой Еленой Малаховской расскажем вам историю о чекисте. Об офицере госбезопасности, который попал во власть. И только ее получив, начал воровать. И ворует до сих пор. Целый Совет Евросоюза уже 2 года пытается доказать связь бизнесменов Фридмана и Авина с Путиным. Судя по последнему решению суда, получается не очень. Да как же так? Ведь, по крайней мере, насчет Авина все доказано 30 лет назад. Изложено черным по белому. А прямо сейчас мы вам во всех деталях объясним, как Авин помог Путину украсть свой первый миллиард. Самый циничный миллиард. Буквально еду земляков у жителей Ленинграда. О Путине сказано столько всего, что добавить что-либо почти невозможно. Мы теперь знаем о его дворцах, яхтах, самолетах, даже о его поездах. Как он не скрывал свою семью, нам известно о его детях в браке и вне брака, о его зятьях и даже о его внуках. Каждая его речь, обращение, любое его интервью разобраны на цитаты, исследованы, и он много-много раз изобличен во вранье. Если бы мир был устроен правильно, он еще в 1992 году получил бы за масштабное мошенничество несколько лет колонии и доживал бы свою жизнь отставным подполковником, лишенным пенсии. Но в 1992 году, когда эта история стала известна, в России творилось много всякого непонятного. И инцидент с чиновниками петербургской мэрии прошел на фоне других скандалов и, видимо, оказался не самым страшным эпизодом. Всего полгода прошло после путча августа 91-го, и мы все только начинали жить в другой стране. А еще через год выяснится непреодолимость разногласий между позициями Бориса Ельцина с его администрацией и Верховного Совета России, которые закончатся боями в Москве и расстрелом здания парламента. И где тут помнить о каком-то председателе комитета петербургской администрации? О нем вспомнят в 2000 году, когда уходящий Ельцин своим преемником назовет директора ФСБ Путина. Но все, или почти все, хотели нового, молодого и спортивного, вежливого, но строгого президента. И предупреждений мы не услышали. А что случилось тогда, 32 года назад? Странно то, что все просто до тошноты. Можно сколько угодно говорить о Владимире Путине как о мастере тайных операций, интеллектуале от спецслужб, великом комбинаторе, просчитывающем ситуацию на многие годы вперед. Но давайте обратимся к фактам. А факты нам говорят, что чекист с холодной головой, горячим сердцем, чистыми руками, офицер Комитета государственной безопасности СССР Владимир Владимирович Путин начал воровать как не в себя, как только получил такую возможность. Мы мало знаем, как жил товарищ Путин во время своей службы в госбезопасности. Оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, помощник начальника отдела, старший помощник, внезапно помощник ректора Ленинградского университета, а с июля 1991 года, благодаря знакомству с Анатолием Собчаком, Путин становится председателем комитета по внешним связям. И тут началось. Осень 1991 года. Путчисты разгромлены Россией не только формально, но и фактически становятся суверенным государством. Никакой союзной властной надстройки больше не существует. Инфляция за 1991 год 160%. Но это цветочки. В грядущем 1992 году инфляция составит 2509%, в 1993 – 840%. Продукты в Петербурге по талонам, если они есть. А продуктов в Петербурге мало. Это еще не голод, но уже страшно. Действовавшие при Союзе цепочки поставок рвутся. Мало кто понимает, как устраивать новые, какими ценами оперировать. Вот под предлогом обеспечения города продовольствием и был украден миллиард. Я помню, что тогда у меня младшему сыну был год, и это было самое тяжелое время, потому что практически невозможно было купить детского питания. Я помню, что получили талон,
по свидетельству о рождении на покупку одной коробки югославского детского питания в таких банках, которые размешивать можно. Только один магазин в Ленинграде, тогда еще Ленинград был или уже Петербург стал, только там можно было его получить. Под предлогом вывоза за рубеж сырья в обмен на продовольствие деньги растворились, продуктов город не получил. А под документами подпись Владимира Путина. Могло случиться и так, что об афере на сотни миллионов долларов никто бы никогда и не узнал. Не было никаких обсуждений, не было пресс-релизов, сообщающих, что предпринимает городская администрация для предотвращения вполне реальной угрозы голода. Действовали в режиме спецоперации. Под ковром. Даже Петербургский парламент, точнее Ленинградский совет народных депутатов, ничего не знал. А Ленсовет в 1991 году, в отличие от сервильного законодательного собрания Петербурга, сегодня, по действовавшему тогда закону, обладал реальной властью. И в отличие от бессмысленного ЗАГСа, авторитетом. Итак, осень 1991 года. Город нуждается в продовольствии. Настолько, что в октябре сессия Ленсовета принимает решение о введении карточек на основные товары. Еда есть за границей, и ее готовы продавать. Естественно, за валюту, которой у города нет. В то же время в России есть товары за рубежом востребованные, за которые иностранные фирмы готовы платить ту самую валюту. Это сырье. Лес, хлопок, топливо, металлы от железа до дорогостоящих редкоземельных. Но капитализм пока не работает. По правилам того времени сырье за рубеж можно было продавать только организациям со специальными экспортными лицензиями. В Новой России такие лицензии выдавало федеральное руководство. Полномочия были у Комитета по внешнеэкономическим связям. С февраля 1992 года комитет станет самостоятельным министерством, который возглавит Петр Авен. В конце года он уйдет из правительства в бизнес, станет президентом Альфа-банка. Сегодня входящий в список миллиардеров Forbes гражданин Латвии Авен живет в Лондоне. Но про карьеру господина Авена позже. Сырье просто так было не продать. Но мэрия Петербурга провела спецоперацию. Сырье в обмен на продовольствие. Продажа на Запад металлов, леса, хлопка и приобретение еды. Либо за вырученную валюту, либо по бартеру. Разумеется, таможня без экспортной лицензии ничего бы не выпустила, право выдачи которой, как мы помним, у федеральной структуры Комитета по внешнеэкономическим связям. До начала приватизации крупных предприятий еще год, пока огромные объемы ценного сырья находились у государственных предприятий, и возможность продавать их за валюту была гораздо симпатичнее торговли за рубли, которые обесценивались ежедневно. Разница в стоимости товаров на внутреннем рублевом рынке и на свободном международном рынке зашкаливала. И этот валютный поток шел мимо региональных властей. Другое дело выдать новеньким компаниям-прокладкам лицензии самостоятельно. После того, как сырье уйдет за рубеж, а валюта поступит на счета этих самых прокладок и растворится, дело сделано. Компании-однодневки также растворяются в небытии, и претензии предъявлять некому. Но как убедить Комитет по внешнеэкономическим связям, а именно товарища Авена, выдать лицензии непонятно кому? Решение было комплексным. Петербургская мэрия, а точнее Комитет по внешним связям мэрии, во главе с товарищем Путиным стал выдавать такие лицензии, никого не спросив. А когда возникли вопросы у таможни, которая не торопилась выпускать за рубеж стратегическое сырье на основании лицензий, подписанных фактически непонятно кем, Собчак и Путин упали в ноги федеральным властям, Авену и вице-премьеру Егору Гайдару. Аргумент весомый. Только такой путь поможет спасти 5-миллионный Петербург от голода. И у них получилось. В результате по выданным комитетом Путина лицензиям сырье за рубеж ушло, а дальше по описанной схеме миллионы долларов растворились. Мы знаем о том, что случилось благодаря Марине Евгеньевне Салье. Полузабытое сегодня имя. В 1991 году Марина Салье, один из известнейших и авторитетнейших депутатов Ленсовета, депутат федерального парламента,
Ученый-исследователь, доктор геолого-минералогических наук, она пришла в политику в конце 80-х. Была одним из учредителей тоже изрядно подзабытого сегодня, а тогда влиятельного Ленинградского народного фронта, объединившего демократические силы города. В 1991 году основное внимание она уделяла работе в Ленсовете, в котором возглавила комиссию по продовольствию. Именно она стала инициатором введения карточек. Город остался без продовольствия, потому что продовольствие просто попрятали частично. И просто потому, что его не было. Ну, физически не было этого продовольствия в стране. Надо было вводить настоящие карточки на все остатки продовольствия, которые еще были. Введением этих карточек мы все-таки на какое-то время удержали ситуацию. Летом 1991 года, находясь в Германии с группой депутатов, Салье вела переговоры с немецкими коммерсантами о поставке по весьма привлекательным ценам мяса и картофеля. И обращалась к городскому правительству, предлагая запросить у правительства федерального выделение экспортных квот для возможности обеспечить встречную поставку продовольствия. В условиях, когда все рушится и ничего не было, ни денег, ни жратвы, ничего, голова болит только о том, значит, что делать со жратвой. Уже там, что там коммунхоз, там трубы гниют, я не знаю, в Питере вечные темы. Крыши протекают и так далее, это уже где-то там на периферии внимания, потому что главное вот еда, еда, еда. До зимы ответа от мэрии получено не было. Зато к депутатам просочилась другая информация. О том, что мэрия развернула торговлю экспортными лицензиями и гонит сырье за рубеж по непрозрачным схемам, депутатам Ленсовета стало известно из неофициальных источников. А дальше я стала узнавать, что нам выделены квоты на лес, нефть, металлы для бартера. Договоры были заключены бог знает с какими фирмами. Фирмы были явно совершенно подставные, однодневки. Лицензии выдавались Комитетом по внешнеэкономическим связям, то есть Путиным. Подписывал их или он сам, редко, лицензии, либо его заместитель Аникин, а продовольствие не поступало и не поступило. По версии Евгения Цельдева, соратника Марины Салье по Свободной демократической партии России, озвученной в интервью «Радио Свобода» в 2010 году, то, что Петербург планировали обеспечить продовольствием из-за границы с помощью бартера по программе «Сырье в обмен на продовольствие», вовсю обсуждалось в Ленсовете. Для этого Министерство по внешнеэкономическим связям должно было выделить экспортные квоты, без чего любой экспорт, напомню, был невозможен. Мы знали, что Собчак и Путин едут к министру внешнеэкономических связей Петру Авину договариваться по поводу этих самых экспортных квот. И вот утром в понедельник я пришел в комитет Путина. Я поднялся к знакомым клеркам и спрашиваю, что там слышно с квотами, выделили ли. А то партнеры и бизнесмены интересовались, да и пресса. На что они мне честно и откровенно сказали: эх, милый, все уже продано. Я говорю: ну как же так, в понедельник в 10 утра? То есть получалось, что все было сделано заранее, до визита к Авину были подобраны персонажи, составлены договоры. На сессии 10 января 1992 года Ленсовет формирует депутатскую группу во главе с Салье для расследования в связи с продолжающимся ухудшением снабжения продовольствием населения Санкт-Петербурга. То есть мэрия что-то творила с лицензиями под предлогом поставок продовольствия, но категорически отказывалась информировать о происходящем Совет депутатов. Напомним, это были 91-92 года, когда Советы депутатов обладали полной властью и уж точно обладали правом на информацию. Комиссия завершила работу в марте того же года, и результатом стал тот самый знаменитый доклад Салье. Это увлекательное чтение. Сегодня появление подобного парламентского документа немыслимо. Это одновременно и свидетельство демократии, и, судя по отсутствию результатов, предвестник ее кончины. Расследование Салье – это детектив. Мэрия, а прежде всего Путин, либо игнорировали парламентскую комиссию, либо врали. Цитата. Особо следует отметить, что оперативной работе депутатов, как того требует ситуация, поскольку речь идет о снабжении населения города продовольствием в условиях кризиса, препятствовал Комитет по внешнеэкономическим связям мэрии, который своевременно не представлял или вовсе не представил в распоряжение депутатов необходимые документы. Это не голословное утверждение.
В докладе Салье вообще нет голословных утверждений. Каждый упомянутый факт подтвержден документом. Председатель Ленсовета Беляев направляет запрос, в котором требует представить исчерпывающую информацию, полный комплект соответствующих документов по проблеме. Путин предоставляет короткую отписку. После заседания он все же предоставляет договоры, но лишь малую их часть. Беляев, председатель Совета высшей городской власти, направляет Путину еще 2 запроса. И Путин их просто игнорирует. Договоры с 2 фирмами из числа получателей лицензии он так и не показал, а сами лицензии, сертификаты на товары не были представлены вовсе. Комиссии Ленсовета пришлось идти обходным путем. Часть документов удалось получить через заместителя представителя президента России в Петербурге Шкруднева или через уполномоченного комитета внешнеэкономических связей по северо-западному региону Пахомова, но далеко не все. Путин с тем же упорством затягивал отправку документов и представителям федеральной власти, либо вовсе не отвечал. 13 января 1991 года на депутатский запрос Салье ответил сам мэр Анатолий Собчак. Но этот ответ, цитата, носит формальный характер, не содержит ответа на 2 основных вопроса. Каков механизм реализации лицензий, на какие конкретные продукты заключены контракты, объемы продуктов. Народный депутат России Марина Салье направляет представление заместителю прокурора города Большакову, в котором просит содействия в предоставлении запрошенных материалов, но Горпрокуратура вместо этого запускает очередную дурочку, возбудив производство об административном правонарушении в отношении начальника секретариата мэра товарища Голубева по поводу, не имеющего никакого отношения к главному вопросу. Ответственные сотрудники мэрии, товарищ Путин и Аникин, утверждает комиссия, существенно затруднили ее работу, допустив грубые, неоднократные нарушения закона о статусе народного депутата. Несмотря на фактический отказ сотрудников мэрии, а прежде всего представителя комитета Путина, предоставлять необходимые для работы сведения, комиссия смогла закончить работу. Доклад был представлен. Вот что было обнаружено. Оказалось, что еще в ноябре 1991 года по решению совещания у заместителя председателя правительства Гайдара Санкт-Петербургу и Ленинградской области было выделено на экспорт 100 тысяч тонн дизельного топлива для закупки продуктов питания за рубежом. Реализация нефтепродуктов была поручена производственному объединению «Киришнефтеоргсинтез», которое фактически присвоило себе выделенные ресурсы, посчитав их плановой экспортной поставкой и не перечислив средства городу и области. То есть правительство выделило Киришскому комбинату экспортную квоту на 100 тысяч тонн солярки при условии, что вырученная валюта будет использована для закупки продовольствия для петербуржцев за рубежом. Но руководство предприятия деньги присвоило без каких-либо последствий. Потом уже именно руководимый Путиным комитет по внешним связям выдал лицензии дюжине компаний. Как выбирались эти компании? Кто их выбирал? Ответов на эти вопросы комиссия так и не добилась. Но вместо официальных спецэкспортеров, у которых, напомним, лицензия уже была, а их деятельность худо-бедно, но контролировалась госструктурами, были выбраны откровенные помойки, через которые сырье и потекло за рубеж. Что именно и в каких количествах точно установить не удалось, прежде всего потому, что Путин и тогда постоянно врал. Сравнив данные, предоставленные Путиным в справке от 14 января 1992 года, и данные, которые удалось получить от зампредставителя президента Шкруднева, депутаты обнаружили расхождения, которые обычной небрежностью не объяснить. В соответствии с одним из договоров, копию которого добыл Шкруднев, объемы поставок сахара, мяса, картофеля по каждой позиции должны были составить 300 тысяч тонн, а согласно справке, принесенной в Ленсовет Путиным, в 3 раза меньше – 100 тысяч тонн.
Анализ договоров, проведенный комиссией, показывает, что с юридической точки зрения это не договоры, а бессмысленные бумажки. Гарантии штрафных санкций в договорах фактически отсутствуют. И вывод. С учетом всех приведенных фактов можно заключить, что большинство указанных приложений являются недействительными, а следовательно выплата санкций по разделу 3 договоров обязательства поставщика неосуществима. И жестче. Большинство договоров и приложений к ним, подписанных комитетом мэрии, являются юридически ущербными и могут быть признаны недействительными. Скорее всего, Путина и других причастных это мало волновало. Содержание этих бумаг, которые сложно назвать документами, показывает, что их никто и не собирался исполнять. Кто и как выбирал прокладки для раздачи лицензий, мы не знаем. Но лицензии им выдавал Комитет по внешним связям мэрии, возглавляемый Владимиром Путиным. Правда, большинство документов подписано его заместителем Аникиным, но Аникин не мог действовать без команды своего начальника. Да и на части документов мы видим собственный автограф Путина. Так что контрагентов выбирал он. Только после того, как история получила огласку, в середине февраля 1992 года было принято решение о тендере. Но было поздно. Сырье уже утекало. Большинство фирм, с которыми подписаны договоры, неизвестны как серьезные коммерческие фирмы, имеющие достаточный опыт в экспортно-импортных операциях, говорится в докладе. И объясняется почему. Известно в то же время, что часть фирм либо имеют тесные связи с чиновниками мэрии, комплекс, интерком-центр, внешнеэкономическое агентство Леноблсполкома и другие, либо созданы незадолго до подписания договоров, например, фирма Джекоп, основной акционер гражданин Германии, уставной капитал 100 тысяч рублей, основана в конце октября 1991 года. Фирма Тамига, советско-американское предприятие, профиль деятельности медицины, уставной капитал 1 миллион рублей, зарегистрировано в октябре 1991 года. Комиссия делает вывод из заинтересованности. В действиях председателя КВС товарища Путина и его заместителя товарища Аникина просматривается особая заинтересованность в заключении договоров и выдаче лицензий определенным фирмам и лицам. Комиссия рекомендовала передать материалы, подготовленные рабочей депутатской группой, в прокуратуру города, отстранить Путина и его заместителя Аникина от занимаемых должностей, а кандидатуру нового руководителя КВС согласовать с мэром. Право на ведение коммерческой деятельности у КВС и других комитетов изъять. Ничего этого сделано не было. Вскоре после доклада комиссии Путин получит дополнительные полномочия по выдаче лицензии от федерального центра. Между Министерством внешнеэкономических связей, министр Петр Авен, и мэрией Петербурга было подписано соглашение, легализующее выдачу лицензий городской властью. Путин станет заместителем, а затем и первым заместителем Анатолия Собчака. Что же это были за компании, которые в голодный год получили дикие преференции? Нам известен список из 13 юридических лиц. До сего дня не сохранилась ни одна, а фамилии их руководителей, вероятно, не скажут вам ничего. Потому что, скорее всего, это были ЗИЦ-председатели, представляющие интересы людей, оставшихся за кадром. Но есть исключения. Например, руководителем совместного предприятия Джекоп, того самого, которое получило лицензию на вывоз редкоземельных металлов по смешным ценам, был Джангир Рагимов. Он брат доктора юридических наук, известного российско-азербайджанского ученого-правоведа, бизнесмена из списка Forbes Ильхама Рагимова. Ну и еще Ильхам Рагимов – однокурсник Владимира Путина по юридическому факультету Ленинградского университета. Про главу интерком-центра Георгия Мирошника надо отдельную книгу писать. Пожалуй, он единственный из невзрачных ЗИЦ-директоров выделяется и уж точно является фигурой с самостоятельным интересом. Впервые за мошенничество он был осужден в Киеве в 1972 году, где и отсидел пару лет. Через 2 месяца после освобождения он получил 4 года за мошенничество уже в Минске, а отбыв еще 4 года, опять за мошенничество, снова в Киеве. После переезда в Россию в 1986 году он садится уже на 10 лет за мошенничество и квартирный разбой.
Но через 2 года дело прекращают за недоказанностью, и Мирошник выходит на свободу. До конца непонятно, смог ли он стать советником вице-президента Рудского или только им представлялся. Но с 1992 по 2001 год находится в розыске уже по подозрению в масштабных хищениях в западной группе войск. Скрылся за рубежом и даже успел отбыть смешной для него годичный срок за ношение оружия в США. Дальше идет непростая история с поддельным греческим гражданством, высылка его в Россию и новый арест. Причем в его квартире был найден незаконный пистолет. Занятно, что ввиду того, что все документы о его преступлениях за давностью лет затерялись, Мирошник вышел тогда на свободу. Остальные директора, скорее всего, ширмы. Никогда ни до, ни после не отметился в коммерции директор АО «Сансуд», ученый-полярник Владимир Теодорчук, он умер в 2018 году в возрасте 85 лет, или профессор военмеха Виталий Окладский, подписавший контракт как вице-президент Интерлесбиржи. Остальные фамилии еще менее известны. Эти люди никогда не имели успеха в бизнесе, не отличались ни криминальной карьерой, ни, напротив, известными достижениями. Многие из них уже умерли. Особенно урожайным на смерти был рубеж веков. В 2000 году умирает формальный директор МО «Святослав», 63-летний Василий Хованов, в 2001-м 60-летний бывший директор Фивикора Николай Арнацкий и бывший руководитель Интервуда 62-летний Александр Молгачев. Джангир Рагимов умрет в возрасте 46 лет в 2002. Георгий Мирошник в 66 лет в 2012. Бывший руководитель «Прогресса» Сергей Ильченко в возрасте 63 лет в 2020. Будем честны. Говорить, что Путин украл в России все стратегическое сырье, было бы некоторым преувеличением. Да, судя по документам, он, видимо, был одной из ключевых фигур, но один бы не смог. А как же он смог раздавать лицензии, не имея такого права? Давайте разберемся. Итак, в декабре 1991 года правительство России издает постановление, в соответствии с которым право лицензирования экспортно-импортных операций находилось в исключительной компетенции КВС при МИД России. В северо-западном регионе, в Петербурге, у КВС был свой полномоченный представитель Анатолий Пахомов, к которому и следовало обращаться мэрия с вопросом о выдаче экспортных лицензий для организации бартера сырье в обмен на продовольствие. Вместо этого Путин обращается напрямую к Авину. Как заметил Владимир Иванидзе, в прошлом журналист «Ведомостей», расследовавший обстоятельства дела Салье, письмо Путина, в котором он просит доверить КВС выдачу лицензий для бартерных операций в размере двухмесячной потребности города в продовольствии, датировано 4 декабря 1991 года. А резолюция вице-премьера Егора Гайдара появилась на письме 36 дней спустя, 9 января 1992 года. Никакого разрешения Гайдара от 4, 5 или 6 декабря 1991 года, в разных лицензиях Путин и его заместитель Аникин указывали разные даты, не существовало. Повторим, 4 декабря Путин послал письмо Авину. Получив от него, возможно, добро, Путин приступил к заключению контрактов и раздаче лицензий. Но резолюция Гайдара «Согласен» появилась на этом письме только 9 января 1992 года. И с этого момента в очередных лицензиях уже указывалось, что экспорт осуществляется на основании не только разрешения Гайдара от 5 декабря 1991, но и поручения правительства Российской Федерации номер ЕГЭ 500931, и даже только на основании этого поручения делает выводы Иванидзе. Следующий шаг – письмо уже мэра Собчака Гайдару. В письме он, ссылаясь на разрешение от 5 декабря 1991 года, напомним, такого разрешения не было, просит вице-премьера освободить предприятия, участвующие в таких операциях, от обязательной продажи части валютной выручки. Как замечено в докладе комиссии Салье, мэр мотивирует свою просьбу возможной потерей мэрии и областной администрации авторитета у населения. Но он забывает о том, что освобождаются от этой нормы вовсе не предприятия города или области, производящие данную продукцию, а фирмы-посредники, получающие на данной операции сверхприбыль. Но главным мотивом, возможно, было не это. Решая вопрос с пошлинами, мэрия как бы легитимизировала выдачу лицензии очередным документом, пусть и косвенно. После того, как мэрия получает резолюцию Гайдара
поддерживаю без изменения квоты экспортных пошлин, В.В. Путину под личную ответственность, петербургская мэрия начинает размахивать этой резолюцией в таможне, ссылаясь на нее как на поручение правительства, как бы подтверждающее, разрешающее выдачу лицензии. А как же листочек, на котором к документу подколота распечатанная резолюция Гайдара, имеет номер? Вот на этот номер, на листочке, как на номер правительственного поручения, начинает ссылаться Путин. Просим разрешить оформление пропуска грузов через границу по товарообменным операциям для закупки продовольствия в соответствии с поручениями правительства номер, пишет Путин начальнику Санкт-Петербургской таможни. Таможня пытается сопротивляться, но сдается. В феврале 1992 года начальник таможни Степанов на запрос председателя Петросовета Беляева отвечает, что по закону выпуск грузов осуществляется по оригиналам лицензии, а КВС оригиналов не прислал, только копии, работать по которым таможня не может. Но на встрече заместителя председателя ГТК с Собчаком была достигнута договоренность об особом порядке пропуска грузов по лицензии мэрии Санкт-Петербурга. И на встрече было решено дружно плюнуть на закон и пропускать такие грузы под личную ответственность товарища Путина. Доклад огласили. Что изменилось? А изменилось то, что министр Авен издал приказ. Уполномоченному МВС Анатолию Пахомову предписывалось в 10-дневный срок передать по акту Комитету по внешним связям мэрии, читай Путину, все полномочия, а также все документы и штат сотрудников по вопросам внешнеэкономической деятельности. То есть Пахомов, который писал в правительство о нарушениях, полномочий лишился, а Путин, который эти нарушения совершал, полномочия приобрел. А говорил ли сам Путин о докладе Салье, о лицензиях, о продовольствии, которого так никто и не увидел? Говорил. И, конечно, врал. В 2000 году опубликована книга Натальи Геворкян, Натальи Тумаковой и Андрея Колесникова «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным». Есть ли сомнения, что никто не взял на себя смелость перевирать президента, что каждая цитата побуквенно согласована? Нет таких сомнений. Действительно, в 1992 году, когда в стране был фактически продовольственный кризис, Ленинград испытывал большие проблемы. И тогда наши бизнесмены предложили следующую схему. Им разрешают продать за границу товары, главным образом сырьевой группы, а они под это обязуются поставить продукты питания. Других вариантов у нас не было. Поэтому комитет по внешним связям, который я возглавлял, согласился с этим предложением. Вот здесь, возможно, есть кусочек правды, если правильно прочитать про наших бизнесменов. Получили разрешение председателя правительства, оформили соответствующее поручение. Схема начала работать. Фирмы вывозили сырье. Разумеется, они оформляли все необходимые разрешения, лицензии на вывоз. То есть таможня не выпустила ничего без соответствующих сопроводительных документов, которые обычно для этого требуются. Вот и соврал. Не было необходимых документов. И таможня вразрез с законом выпускала под личную ответственность кого? Правильно, Владимира Путина. Тогда много говорили, что якобы какие-то редкоземельные металлы вывезли. Ни одного грамма никакого металла вывезено не было. То, что нуждалось в специальном разрешении, таможня не пропустила. Вот не могу точно сказать, сколько и чего вывезли, но договор на вывоз этих металлов по бросовым ценам подписывал лично товарищ Путин. И старался их вывезти. Авину специально об этом писал. Вот и подпись есть. Фактически расследования никакого не было, да и быть не могло. В уголовном порядке преследовать было не за что и некого. Я считаю, что город, конечно, не сделал всего, что мог. Нужно было теснее работать с правоохранительными органами и палкой выбивать из этих фирм обещанное. Но подавать на них в суд было бессмысленно, они растворялись немедленно, прекращали свою деятельность, вывозили товары. По существу предъявить-то им было нечего. Вспомните то время, тогда сплошь и рядом возникали какие-то конторы, финансовые пирамиды, МММ. Мы просто этого не ожидали. Владимир Владимирович, вы издеваетесь? Это же вы выбирали эти фирмы. Договоры либо вы, либо ваш зам подписывал. Лицензии мы не имели права давать. В том-то все и дело. Лицензии давали подразделения Министерства внешнеэкономических связей. Это федеральная структура, не имевшая никакого отношения к администрации города. Ну зачем так напрямую бестолково врать? Вот подписанный лично Путиным документ, в котором он ясно указывает: право выдачи лицензии предоставлено Комитету по внешним связям. 8 января 1992 года. Мало? Вот письмо в таможню от 27 января 1992 года за его же подписью. Одновременно сообщаю, что на основании распоряжения вице-мэра Щербакова В.Н. право подписи лицензии имеют
председатель комитета по внешним связям, Путин ВВ, заместитель председателя комитета Аникин АГ. Кто виноват в истории с поставкой продовольствия, из книги не ясно. Так получилось. Вот такая получилась история. Никто в 1992 году ни Путина, ни Собчака, да и никого из известных участников тех событий не посадит. Путин пойдет на повышение, станет замом, первым замом Анатолия Собчака и потеряет работу только после того, как патрон проиграет выборы. Но сможет найти местечко в президентской администрации, затем в ФСБ, правительстве, стать преемником Бориса Ельцина и вести Россию в великое будущее уже почти четверть века. О докладе Салье, украденном сырье, полученном продовольствии все забудут. Попытка напомнить будет в 2000-м. Владимир Иванидзе напишет статью для «Ведомостей» «Спасти подполковника Путина». Уже прошедшая редакторскую правку, статья так и не появится в газете. Она будет опубликована в 2010 году на Радио Свобода, но Путин к тому времени уже успеет отсидеть на троне 2 срока и будет готовиться к 3-му. Марина Салье, которая к тому времени уйдет из политики и удалится в Псковскую деревню, тоже напишет статью, но ее почти никто не прочитает. Мы же процитируем. Владимир Путин лишил своих сограждан не только продовольствия, но еще и не менее 100 миллионов долларов. В действительности же сумма была гораздо более значительной. Правительство России выделило квоты на ресурсы, общая стоимость которых составляла около 1 миллиарда долларов. Куда делись 100 миллионов, я уже объяснила. А где остальные 900? Точно известно, что испарилось 997 тонн особо чистого алюминия марки А5 стоимостью более 717 миллионов долларов. Договора и лицензии на этот вид ресурсов в депутатской группе не были предъявлены. Нет этого летучего алюминия и среди остатков от выделенных квот, о чем КВС в лице Аникина известил председателя Петросовета Беляева 12 февраля 1992 года. Вероятно, именно из-за этой астрономической цифры 717 миллионов долларов и Путин и Авен вздрагивают лишь при упоминании таких слов, как 92 год, бартер, металлы. Точно так же исчезло неизвестно куда 20 тысяч тонн цемента. Осталось также 100 тысяч тонн хлопка на сумму 120 миллионов долларов и так далее, и так далее. Таковы факты. Меня пробирает до костей, когда я читаю то, что Марина Евгеньевна Салье написала в 2000 году, 24 года назад. В чем же еще выразилась забота Владимира Путина о народе и великой державе? Может быть, в том, что мы стали свидетелями и соучастниками создания не культа, а культища личности человека, который, кроме войны в Чечне, продолжение которой грозит России международной изоляцией, нагнетания духа великодержавного шовинизма, фактического введения цензуры в СМИ, выделения огромных средств вооруженных силам при отказе от создания профессиональной армии и одновременном восстановлении военного обучения в школах, бряцанье атомным оружием, бесконечных нарушений Конституции и законов России, первое из которых он совершил в первый же день своего царствования, издав антиконституционный указ об особом положении Ельцина, усиленного возрождения родного ему и ненавидимого людьми учреждения КГБ, а также практики его действий, особые отделы, провокации, доносы, запугивание, вербовка, проведение бесконечных встреч, совещаний, раздачи заведомо невыполнимых обещаний, а заодно и наград нужным людям, никак и ничем на постах председателя правительства и исполняющего обязанности президента России себя не отрекомендовал. Небосвод падает. Владимир Путин может стать президентом России. Небосвод падает. От миллионов наших голосов, от миллионов наших тоненьких лапок, пытающихся удержать небосвод, зависит судьба России. Удержите небосвод. Сделайте то, что вы можете сделать. Не голосуйте за Владимира Путина. Я хочу, чтобы дело Путина, которым я занимаюсь с 92 года, было доведено до суда. Путина в тюрьму! Путина в тюрьму! Путина в тюрьму! Марина Салье скончалась 21 марта 2012 года в Псковской области в городе Остров. Несколько дней спустя после ее смерти на ее странице в Фейсбуке был выложен архив документов, на которых был основан доклад комиссии депутатов Петросовета 1992 года. На вопрос об этих лицензиях он написал фразу, цитирую, по-моему, почти цитирую: «Да в том-то и дело, что не было никаких лицензий. Ну, не было их. Они вот у меня в папке лежат».
Да. Не было. Мгм. Не было. Не было. Убьют меня.